потеряли тропу. Абсолютно никто не подвозит, люди просто приезжают мимо. Если вы будете путешествовать по Сербии, вы всегда будете не голодны и не трезвы. Если человек не верит в удачу, то у него небогатый жизненный опыт. Как оказалось, мы верим в удачу, и удача следует за нами постоянно. Как еще объяснить то, что после Египта нас мучил выбор, в какую же страну отправиться, и мы долго рассматривали несколько балканских стран, куда же все-таки купить билет, и мы купили билеты именно в Сербию, ведь Сербия, как оказалось, самая дружелюбная страна для русских сейчас. Билеты мы купили транзитом через Турцию, как всегда. Заодно заскочили к нескольким нашим друзьям в Анталии и в Стамбуле. Хотя посмотрите, в Стамбуле в этом году выпал снег, и мы частенько замерзали. Хоть нас и грели теплые воспоминания, было очень холодно, и мы были рады наконец-то улететь куда-нибудь, где немножечко теплее. Добро пожаловать в Белград, город, который смог меня удивить. Ведь почему? Первое мнение о нем это было: боже, куда я попал, какое-то захолустье. Все серое, ну ладно, пускай это была ранняя весна и еще совсем даже листья не выросли на деревьях, но все равно было серо, были какие-то странные люди, все выглядело весьма уставшим. Какие-то бабушки и дедушки, идущие с пакетиками, какие-то бомжи. Все такое серое и страшное. Но этот город смог меня удивить. И смог развенчать мои о нем плохие мысли. Ведь это культурная столица балканских стран. Хотя здесь живут и бедные люди, которые играют, как видите, в казино и во всяких игровых клубах. Но все равно город клевый. Сюда приезжают люди, чтобы посмотреть концерт или какую-то выставку, или, не знаю, просто в кинотеатр. Ведь в других балканских странах это как-то не развито. Белград – центр всего. Здесь есть абсолютно все, что можно только захотеть. Уже через пару дней мы отправились автостопом покорять и исследовать Сербию. Автостоп вначале был довольно бодрый. Нас подвозило несколько человек, и мы даже к вечеру добрались туда, куда хотели. Познакомились с местным парнем, который пригласил нас к себе домой. Да мы посмотрели, как живут местные. Парень, который нас подвез, он же нас и приютил к себе на ночь. Он был сыном фермеров, а работал он в пожарной службе. Он был очень общительный, и мы даже от него немного устали. Хотя на следующий день мы вместе с ним поехали, чтобы посмотреть местность вокруг, и даже вместе поехали на один из самых замечательных замков, которые есть в Сербии – Голубатский замок. Сидим на горе. А внизу у нас замок. Это один из самых, считается, крутых мест здесь, в Сербии. Вообще, эта местность считается одной из самых красивых в Европе. Во-первых, потому что здесь течет очень красивая река Дунай, и пейзажи здесь просто обалденные. Сам замок весьма старый, с 10 башнями, он был построен примерно в 14 веке. Точнее, это не замок, а крепость. Сегодня это сказочное место просто идеально подходит, чтобы прогуляться, полюбоваться захватывающими видами на крепостные валы, на Дунай, который с высоты древних стен больше похож на море. А на другой стороне можно увидеть Румынию. Несколько лет назад Европа вложилась деньгами и реставрировали эту крепость. Но, как по мне, это получилось немножко слишком туристическим. Но в любом случае,
само место стоит того, чтобы посмотреть. Может быть, внутрь и не стоит идти и платить за билет, но по крайней мере прогуляться вокруг, посмотреть сверху, это точно того стоит. Ведь такие древности, они, знаете, на каждом шагу на дороге не валяются. Здесь в Сербии, говорят, можно зайти в любой дом, и тебя обязательно там напоят, накормят. Привет! И все, что хочешь, тебе дадут. И вот мы сегодня вышли от такого гостеприимного человека. Мы просто идем пока по дороге. Никаких машин вообще нету. Редкие проезжающие машины, конечно же, не останавливались. Да и чего им останавливаться? Они явно знали, что мы хотим прогуляться и посмотреть красивые пейзажи на закате. Мы топали и дошли до какого-то родника. Он даже был отмечен на карте. Поэтому мы быстренько вылили нашу воду из бутылок и отправились прямиком туда, чтобы набрать чистой воды. Ну как тебе вода? Супер, вообще вкусно очень. Мягенькая. Очень вкусная, свежая, чистая вода. Напившись вдоволь воды, конечно же, мы отправились дальше. Полная сил, хотя на самом деле нет. Мы были весьма уставшие, да и никто не останавливался. Не знаю, сколько мы прошли, километров 10. Хотя это немного, с рюкзаками весьма тяжело. Но все равно, кто-то остановился, подвез нас, и мы добрались до какого-то небольшого городка. Уже на закате. Кстати, обратите внимание на цены на топливо здесь. Уже почти 2 евро. Но закат – дело такое, а нам пора найти что-нибудь покушать. На всю деревню был всего один ресторан, и нам пришлось идти в него. А что делать? Сегодня мы ели плескавицу. И размер этой плескавицы размером с пиццу. Что такое плескавица? Это огромная котлета. Представляете, котлета размером с пиццу. Я съел половину, я думал, я сдохну. Если бы добрый официант не принес нам вина, на трезвую голову я бы просто не смог это съесть. Если вы будете путешествовать по Сербии, вы всегда будете не голодны и не трезвые. Ваше здоровье. Голодным в Сербии не останешься никогда. Сегодняшняя ночь была весьма странная. Пытались найти какой-то ночлег, сходили в церковь даже, но церковь там на реставрации. И у нас не было ночлега на эту ночь. Ходили и искали варианты. И даже решили пойти попроситься в полицию. Но они нас отвезли к каким-то людям, которые нас приютили на эту ночь. Днем достаточно тепло, поэтому то небольшое расстояние, которое мы проезжали за день, а немалую часть из этого расстояния мы проходили пешком, было не так напряжно. Все-таки вокруг было реально красотища. Эти какие-то локальные деревушки, да и природа. Везде какие-то весенние цветочки, везде все начинает оживать. Знаете, сами весна – вещь красивая. Но есть и забавная история. Один дядька подвез нас несколько километров до своего поворота. Потом, через несколько часов, когда он возвращался, он увидел нас снова. И он остановился, подъехал к нам и сказал: ребята, давайте я отвезу вас туда, куда вам надо. Потому что я очень разочарован, никто не подвозит. Как так? Но день за днем ситуация была всегда примерно одинаковая.
Мы решили просто идти, потому что все равно никто не останавливается. Мы идем что-то уже час. Мы не спеша куда-то топали и пробовали разные способы, даже писали таблички. А куда довести? Неготин. Но нам всегда везло. Мы находили даже в каких-то безвыходных ситуациях какого-то водителя, какого-то человека, который нас подвозил. Даже доехали до города Ниш, побыли там несколько дней, но на самом деле не так что-либо интересно, как и везде, множество игровых клубов, обменников и всякого такого. Ну а с ночлегом нам везло лишь в больших городах. В основном по пути нам не находилось ни каучсерфинга, ничего другого. Не всегда нам удается найти ночлег. Иногда мы находим какой-то ночлег бесплатно, иногда мы находим каких-то людей, которые готовы нас пригласить. Но этой ночью, к сожалению, ничего не нашлось. В здании вокзала все равно немножко теплее. По погоде у нас было всего несколько солнечных дней, и мы сделали ставку на национальный парк Тара, чтобы успеть хотя бы его посмотреть при хорошей солнечной погоде, потому как здесь в горах постоянно холодина. Так что мы доехали до реки Дрина, на которой, оказалось, есть очень знаменитый домик прямо на реке посередине. Его смывало много раз, но его восстанавливали. Он даже есть на многих открытках. А дальше мы просто поехали в этот национальный парк Тара. А по ночам там всегда холодно. Но днем это классное место. К тому же, говорят, здесь вообще нет комаров. Мы решили попробовать еще один способ найти бесплатный ночлег. Мы просто ходили между домами, разговаривали с людьми и объясняли им, что мы путешественники из России, нам нужно где-то бесплатно переночевать. И вот нас бесплатно поселили в такой домик, очень крутой. Наверное, это потому, что собака, которая у них во дворе была, она просто сразу плюхнулась пузом кверху. А если собака любит и гостя, значит гость хороший. Собаки никогда не ошибаются. Чья это наглая морда? Хозяин дома был не против, чтобы мы остались столько, сколько нам нужно. А нам нужно было всего день-другой, чтобы исследовать местность вокруг. Сам, кстати, хозяин рыбак и работает инструктором по рыбной ловле в Монголии. А мы поднялись на высоту 1 километр. Здесь еще лежит снег. А по пути мы встретили эко-деревню. Наверное, летом при хорошей погоде здесь просто райский. Чистейший воздух вокруг, на высоте 1 километр, отсутствие огромного количества комаров. Мне кажется, это очень популярное место. Мы исследовали его, посмотрели, и нам понравилось. Наверное, я бы с удовольствием пожил бы в таком месте какое-то время. Вокруг красотища, сходит снег и какие-то вечные цветочки, похожие на наши подснежники. Очень красиво, и мы дотопали. В Сербии очень красиво. Мы находимся наверху горы и видим реку Дрину и гидроэлектростанцию на реке Дрина. На другой стороне реки Босния и Герцеговина, а на этой стороне, где мы, Сербия. Так что река разделяет две страны. Обалденно красиво. Мы потеряли тропу, поэтому просто бредем примерно по GPS в нужную сторону. Не страшно? Нет. Очень красиво. Вообще.
Итак, мы в самом красивом месте Сербии, куда не каждый может добраться. И, конечно, каждый, потому что это туристическое место. Но сейчас конец зимы и не сезон, поэтому мы с Айной здесь наслаждаемся всеми этими видами в гордом одиночестве. Называется Баньская стена. Мы сюда дошли практически пешком. Нас, конечно, немного подбросила машина, но в основном дотопали ножками. Ну а по пути в Черногорию мы хотели заехать еще в одно место. Как автостоп здесь? Не очень. Так что в Сербии у нас какой-то антирекорд. Мы проезжаем в день 50-60 километров. Это очень немного. Но мы ведь никуда не торопимся. Вокруг зачастую очень красиво, классные люди, которые нам встречаются. Деревни вокруг тоже весьма аутентичные. Каждый город какой-то такой прикольный, среди гор особенно. Поэтому дорога нас только радует и радует. И мы двигаемся себе вперед потихоньку. И зная, что скоро мы доедем в какое-нибудь интересное место. В общем, мы в маленьком сербском городе и захотели попить кофе, налить горячей воды в термос. Нигде не было никакого кафе, и мы зашли просто в какой-то дом. Нам очень обрадовались, улыбнулись, сказали, сейчас мы закипятим для вас воду, вот вам киса, посидите, подождите, пожалуйста. А двигаемся мы в этот раз по пути в Черногорию, в национальный парк. И здесь есть каньон Ужица. На картинках он просто потрясающий, но так как мы видели в предыдущих местах, воды немного. Говорят, что построили какие-то гидроэлектростанции, и эти водохранилища сейчас наполняют водой, поэтому воды немного. Ну, доедем, посмотрим. Волима, Россия. O, ja Rosja obožavam, obožavam. А Путин? Putin, brat. Брат. Эх, сербы. Иногда мне кажется, что они любят больше Россию, чем сами россияне любят свою страну. И это неудивительно. Хотя я буду очень рад, когда, встретив серба где-то в нашей стране, я или вы, мы скажем: добро пожаловать, братья, им будет очень приятно. Ну да, сербы, они настоящие, они сохранили свою душу, и несмотря на бедность и войну, которая у них была совсем недавно, они остались очень хорошими людьми. Они не потеряли свою какую-то естественную уникальность, не нахватались большого количества западных ценностей, они остались такими настоящими. И особенно здесь, в горах, в каких-то деревнях, видно, какие же сербы самые настоящие, добрые, приятные, отзывчивые и смелые люди. Мы топаем, но очень холодный ветер. И да, в горах, где-то мы идем в каких-то низиночках, там уже ветер поменьше, не так холодно, ты расстегиваешься. Но солнышко пригревает, и когда нет ветра, вполне комфортно идти. И вообще такая красота вокруг, что забываешь обо всем. Мы нашли здесь бутылку бренди. И мы так замерзли, что мы вообще не пьем особо алкоголь. Но сейчас совсем не Но хочется. сейчас это вообще к месту. Спасибо этим людям. Они оставили даже рюмки. Не факт, что Ваше это вкусно. здоровье. Мы на месте, мы довольны, мы счастливы, мы дошли, мы это сделали. Очень классно, шли по лесу, болтали. Конечно, самое ценное — это увидеть
вот такие прекрасные виды. Короткая история Сербии подошла к концу. Мир такой большой и красивый. Давайте посмотрим его вместе.